Привет! В новом видео я и моя знакомая риэлтор расскажем о ценах на недвижимость в Калининграде на примере 4 квартир, а также все юридические вопросы. Поехали! Блин, я думал, у блогеров есть какое-то преимущество, привилегии. Супер. Было очень непонятно. Друзья, всем привет! При помощи интернет-телепорта вы попадаете в город Калининград. Сегодня будет прекраснейший обзор 5 квартир. А рядом со мной знаете кто? А кто рядом со мной? Твоя соседка. Это моя соседка. И по совместительству риэлтор. Да, у нас сегодня совместный выпуск, коллаборация, поэтому под руководством Оли мы сегодня посмотрим актуальные квартиры на данный момент, которые продаются в Калининграде, их стоимость, планировки и все подробности. Я думаю, вы прекрасно проведете время. Поехали. Это улица Артиллерийская. Вот, я думаю, что все про нее знают, а даже если не знают, могут посмотреть. Вот здесь вот это вообще весь комплекс такой, да, район заселенный, состоящий из старых домов, из новых домов. Но здесь собрана вся инфраструктура. Вот там прямо буквально 2 минуты и школа новая, школа будущего, 58-я. За этим домом садик детский, 125-й, если мне память не изменяет. Поэтому здесь есть все, вот в доме прям будет. А где спар будет? Вот он, коричневый вот такой спар. Маленький такой, да? Слушай, ну вообще... Или пока кажется так? Такой большой, это так кажется. Мы с тобой будем проходить сюда вот так. Блин, я думал, у блогеров есть какое-то преимущество, привилегии. Нет, я могу отодвинуть этот забор. Это входит в мои привилегии. Мне никто за это ничего не скажет. Но дырка... Немного у тебя привилегий. Но дырка была очень большая, поэтому мы с тобой залезли. Я в этом доме продала 3 квартиры. Угу. Вот одна из них вот эти окна на 3-м этаже, другая из них вот в том подъезде на 8-м этаже окна. Все двушки, кстати. Ну и вот ту, куда мы с тобой пойдем. А куда мы с тобой пойдем? Там двушка, Там трешка. двухкомнатная квартира. Естественно, серый ключ, естественно. С очень красивым видом. Слушай, ну, судя по этим тренажерам, не надо покупать абонемент в спортзал. Какие-то вообще инновационные вещи тут находятся. Да вообще, посмотри, как круто. Я издалека заметил вот эту... Говина вот здесь вот железная. Да, вот эту технологичную конструкцию. Мы что, в Сингапуре? Офигеть. А здесь будет крыша? Нет, это вот так и останется. Интересно. Обалдеть. Но мне уже нравится наш жилой комплекс. Первый. Да, строить сейчас, на самом деле, застройщики мне очень нравится как. Но и хочу сказать, на самом деле, что я работаю, наверное, только с теми, кто мне нравится, действительно. Не могу продавать то, что самой не по душе. Возможно, это моя какая-то ошибка, да, оценивать продукт со своей стороны. Угу. Вот, ведь моя оценка, возможно, мало кого волнует. Но, блин, так проще в продажах. Мы поднялись на 9-й этаж и заходим. Та-да-да! Вот в такую квартиру. Солнышко чуть-чуть сюда попадает. Да, очень круто. Светлая. Давай. По помещениям. Так, ну, что у нас есть? Что у нас есть? Это у нас двухкомнатная квартира в сером ключе, находящаяся в Ленинградском районе по адресу улицы Артиллерийская, да. Вот, ЖК Площадь Искусств. Здесь у нас 53,5 квадратных метра. Угу. Это мало, так сказать, габаритная двухкомнатная квартира. Ну что, пойдем смотреть, что здесь есть. Давай. Да? Давай, наверное, начнем с 3-й комнаты и вернемся в очень красивое место. Им завершим. В целом, интересно здесь, как бы, не могу сказать, что что-то прям особенно. Большое окно и низкие подоконники. Мне это очень нравится. Прикольная тема застройщика, как мне кажется. Можно установить пошире подоконник, как-то расположить, и подушки какие-то кинуть. Ну, то есть такая современная штука, да, там он мог сюда бетоном все залить, а по итогу поставил красивое большое окно. Ну, конечно. Это топчик. Вот, вид у нас открывается вот такой. Вид классный. А здесь есть в жилом комплексе Площадь Искусств подземная парковка? Нет. Либо только то, что вот... Как раз таки здесь нет подземной парковки, двор здесь без машин, и машину ты можешь ставить
Вот все, что за воротами этого дома, справа, слева. Мы с тобой пройдем, посмотрим, там есть достаточно места, где можно припарковать машину. Вот. Но до квартиры придется пройтись пешком, да? Для безопасности детей, да? Ну, вообще, да, это такая современная концепция. Двор без машин. Комплексов. Ну, как есть уже, да? Я думаю, что здесь что скрывать. Комната номер 2, которую мы прошли, подожди, чуть-чуть. Что это за комната? Номер 2, обычная комната абсолютно, да, то есть здесь... По-хорошему, я, наверное, бы разрушила вот эту стену между кухней и как раз-таки этой комнатой. Оставила бы одну спальню изолированную и вот здесь вот разрушила, объединила пространство, потому что... Да-да-да-да! Вот такой здесь крутой балкон. Вау! В виде просто третьей комнаты, мне кажется. Реально прикольно, вот там даже можно видеть, люди, видишь, сидят на балкончике, что-то там смотрят. Прикольно. О, да, видно человечка. Да. С новогодними там уже атрибутиками у него. Да. И в этом комплексе, кстати, вот на высоких этажах потолки 3,3 метра. Ну, в общем, выше, чем здесь. То есть, если здесь стандарт 2,7, то на самом последнем этаже 3,3. 3,3. А здесь даже видно, видишь, окна, насколько больше. Видно. Да. Вот, друзья, видите? Обратите внимание, какие прямоугольные высокие окна. И плюс этой квартиры то, что окна не смотрят, например, вот как для меня, во двор, да, а смотрят вот сюда, в простор. Ага. Ну и вот кухня. Да, кухня вот такая, квадратная. Снимай, Антон. Как котел. Слушай, котел отличный, вообще, на самом деле, котлы супер, они не экономят на котлах. Хорошие котлы, действительно. Вот, все нормально, вообще все проведено абсолютно, ну, то есть... Счетчик установлен. Счетчики датчики. установлены, газы, да, все здесь есть, в принципе. И последнее помещение, санузел. Да. Идем. Пойдем. Идем в санузел. Пойдем, к сожалению, без света, так мы с тобой. Но тоже здесь, если ты можешь заметить, я давай, может быть... санузел. Да, санузел совмещенный, я, может быть, посвечу фонариком как-то. Ну да, покажи, чтобы людям Немножко. понимание Да. было, что коммуникации проведены, да, все? Конечно, коммуникации проведены. А что это там за пространство? А, тут что? Труба. Канализационная, да, получается? Канализационная, да, абсолютно. Я чуть-чуть разбираюсь. Молодец. Ну, то есть здесь все проведено, даже вот под полотенцесушитель все выведено, вот здесь вот можешь посмотреть. Так, ну и самый интересующий вопрос. Сколько эта красота стоит с таким прекрасным видом? Эта красота стоит 6 миллионов 900 тысяч рублей. Она подлежит ипотеке? Смотри, я тебе сейчас расскажу. Так как у нас данная квартира по переуступке, переуступка прав, да, она у нас подлежит ипотеке обычной, абсолютно обычной, и семейной. Семейная ипотека – это вот одна из госпрограмм, которую выделяет нам государство, так сказать, предоставляет. Семейная ипотека, сейчас там сколько? 6%. 6 где-то процентов, да, по-моему, семейная. Для людей, у кого родился второй и последующий ребенок после 1 января 2018 года, второй и последующий, они подходят под семейную ипотеку. А также семейная ипотека для людей, у кого есть 2 несовершеннолетних ребенка. Это тоже под семейную ипотеку подходит. Неважно, что они родились до 2018. Да, неважно, они должны быть просто несовершеннолетние. Да. Интересно, может, люди не знают. Да, кстати. Важная информация. Вот. Ну вот 2 программы. То есть здесь было бы хорошо, да, найти кого-то из семейных, вот, либо людей с наличкой, потому что эта квартира у нас дешевле, чем у застройщика на определенную сумму денежных средств. То есть, если мы зайдем на сайт застройщика, мы увидим одну цену, у меня другая цена, у застройщика подороже. Да. Но у застройщика, например, подходит господдержка. Но если человек не привязан, например, да, то вот, пожалуйста, welcome. Господдержка – это вообще программа, просто покупка квартиры от юрлица. Абсолютно кому угодно. Это господдержка. Именно от юрлица. А здесь у нас уже квартира, получается, от ФИС. Да? Поэтому из госпрограммы у нас подходит только семейная ипотека. Первоначальный взнос абсолютно в любой ситуации 20,1% на сегодняшний день.
Но есть вероятность того, что этот первоначальный взнос в 2024 году повысится до 30% целых. Ого. Да. А как ты думаешь, есть динамика роста повышения квартир в Калининграде на 2024 год? Да. Есть мотивация у людей покупать именно сейчас? 100%. Повысятся квартиры? Да, они уже повышаются. Они уже повышаются. Ребят, пока вы это смотрите видео, они уже повышаются. Очень классно, что в этом районе достаточно развитая инфраструктура. Есть все, начиная от магазинов, аптек до кафе и ресторанов, куда, собственно говоря, мы зашли и взяли обед с собой. Далее мы отправились в офис, где проводят юридические сделки по купле-продаже квартир. Друзья, время час дня. Это что значит? Это время обеда. Если вы помните по выпуску из Калининграда, этот райончик, если кто не смотрел, обязательно залетайте. Как красиво. Голландия, мини-Голландия. Мини-Голландия. Мы приехали в наш офис. Пойдемте. Попав вовнутрь, друзья, поднявшись на второй этаж, во-первых, я хочу показать этот вид. Как много света. Оль, куда ты меня привела? Это что за здание будущего? Да. Так, все работают. Здравствуйте. Да, добро пожаловать, Антошечка, в наше прекрасное место. Добро пожаловать. Это, кстати, тебя сразу встречает юрист Аня. Или мы разденемся, или мы сначала сразу к ней? Здравствуйте, Аня. Как дела, Да, мы как сейчас настроение? разденемся. И потом... Мы здесь проводим сделки. У нас, так сказать, служба по сопровождению сделок и по поиску жилья для Будущих клиентов? будущих клиентов, да. К нам обращаются люди. Мы хотим что-то купить, или что-то продать, или даже инвестировать, или сдать в аренду. Любые жилищные вопросы, которые возможны, мы решаем. Агенты, риэлторы занимаются рекламированием, фотографированием, организацией презентаций, показов. И когда уже клиенты, покупатели или продавцы нашли друг друга и готовы купить квартиру, тогда они уже приезжают к нам в офис, и здесь начинается второй этап работы, это сопровождение, юридическое сопровождение сделки. Проверяем квартиру, проверяем продавцов, там все по пунктам, очень большой чек-лист, когда нужно очень быть внимательным. И потом проводим саму сделку, безопасные расчеты, нотариальные сделки, ипотека любого банка, субсидии, сертификаты. То есть все возможности, которыми может воспользоваться покупатель или продавец, мы все используем. То есть такой полный комплекс. Иногда потом у нас есть еще постпродажное обслуживание. Это когда нужно помочь с переездом, помочь с страхованием недвижимости, или сделать ремонт, или помочь принять квартиру в доме, который уже сдался. То есть осуществить какой-то технадзор. То тоже это все можно у нас сделать. Сделать отчет об оценке и так далее. Какой широкий спектр у вас? То есть у вас есть свои компании, кто занимается ремонтом? Да, у нас бригады? Да, конечно. У нас есть компании, с которыми мы уже давно работаем, как и с банками, да. Мы же знаем, где лучше ставка, где лучшие условия. То же самое и что касается ремонтов или строительства домов. То есть тоже есть партнеры надежные, с многолетним уже опытом сотрудничества, которых мы можем рекомендовать. То есть люди могут пообжигаться несколько лет, да, и потом все-таки... Так часто и бывает. Опыт же из чего складывается? Опыт складывается из каких-то шишек, которые люди набили себе. Мы уже знаем весь процесс. Как нужно продать квартиру без каких-то потерь, без стресса, да? То есть мы всю работу берем на себя. То же самое с покупкой. Не знаешь ты города, не знаешь каких-то нюансов. Ты доверил работу профессионалу, как и в любом деле, да? Снял с себя огромный груз ответственности, потому что тебе помогут все этапы пройти. А если не обращаться к вам? Вот я нашел квартиру где-то, скажем, на Авито, Да. хочу ее купить. Да. Какие сложности, какие минусы в таком решении? Во-первых, сама работа с базой, она уже достаточно сложная, потому что то, что есть на Авито, это не гарантия того, что это действительно продается, что объявления соответствуют реальности, что этаж тот, метраж тот. Я уж молчу про юридические подоплеки, которые могут встретиться на пути. Я молчу про психологический настрой сделки, потому что тоже коммуникация друг с другом продавца и покупателя тоже может быть не заладится. А здесь есть третье лицо в виде риэлтора, в виде медиатора, который
всю сделку сглаживает, и все ее проходят комфортно. Сделка идет на 1 000 000 рублей. Это стресс, надо понимать. Конечно, тебе кажется, что только я могу максимально хорошо продать свою квартиру, или я же знаю, что я хочу, я ее себе и найду. Но я вам скажу, риэлтор всегда знает больше. Хоть вам кажется, что вы вот себя чувствуете и сможете себе что-то найти, риэлтор всегда знает больше, потому что мы занимаемся всем городом, не только Калининградом, мы вообще побережье тоже захватываем, но мы знаем рынок целиком, и новострой, и вторичка, и с данной, и с ремонтом, и без отделки. И можем сравнить предложения, которые есть. Сколько ваши услуги стоят? А если к нам обращается покупатель, я хочу купить квартиру, то мы с ним заключаем договор. И оплачивается комиссия 1% от стоимости приобретаемой недвижимости, но не меньше 100 000 рублей. Ну и также за продажу, да, если к нам обращаются продавцы, которые хотят продать квартиру с нашей помощью, то мы тоже заключаем с ними договор, и комиссия составляет 3% от стоимости, но также не меньше 100 000 рублей. Можно дистанционно работать? Можно дистанционно. Человек из другого города смотрит, хочет купить квартиру. Быть в Калининграде, просто на другом конце города ему лень ехать. Человек может быть в другом городе вообще России или даже за границей. Мы работаем дистанционно. Благо сейчас позволяют средства, технические средства делать видеообзоры, фотообзоры, онлайн какие-то встречи и так далее. И даже дистанционное заключение сделок, оно возможно. Средством электронных регистраций, там, ну и еще масса способов. Супер. Было очень непонятно. Но это только на первый взгляд. Приятно было познакомиться. Обязательно к вам все придут. Спасибо. Друзья, обратите внимание, снимали первую квартиру в том доме, теперь вот в этом. По цвету они даже отличаются. Здесь мы будем смотреть с вами 2 квартиры, однокомнатные, но одна будет без ремонта, а другая будет с ремонтом. И у них вообще есть очень классное отличие. Говоря о высоких потолках, мы посмотрим. Здесь квартиру как раз-таки с высокими потолками, и вы прям сразу почувствуете разницу. Сразу себя Все маленьким сразу почувствуете. захотят себе квартиры на последних этажах. И добро пожаловать. Ух ты, ё-моё. Слушай, тут надо в белых тапочках ходить? Нет, не надо. Нет. Как классно свет сюда падает. Уже закатный. Ну, пойдем путешествовать. Ну, пойдем. Значит, Ну, пойдем. первая у нас спальня. Да. Квартира, как я понимаю, выполнена вся в одной цветовой гамме. Да, все верно. В цвете волны океана. Да, морской волны. Ну, в целом, конечно, здесь не могу сказать, что присутствуют какие-то супер крутые там, да, фишки и дизайнерские решения. Все максимально скромно, просто, но как раз-таки для тех людей, у кого нет времени заниматься ремонтом. Вот, в целом, я считаю, что здесь можно добавить, например, вот сюда вот можно поставить тот же диван, да, вот, и все, и вот сюда повесить телевизор. И, в принципе, вот оно тебе и спальное место, и место для отдыха, все здесь. Что касается вида из окна, то здесь вот это огромное поле, как многие могут подумать, что оно застроится. Я скажу, что нет, оно застраиваться не будет, потому что эта вся территория огорожена забором и принадлежит она непосредственно Нахимовскому училищу. И здесь только будет спортивное поле. Здесь они облагородят для себя все это место, то есть никаких высоток здесь точно не вырастет. Кухня. Кухня максимально, по-моему, просторная. Я очень люблю широкие лоджии с большой лоджией. Здесь тоже в целом есть практически все, кроме духового шкафа. Угу. Но пространство для него есть. Пространство для него выделено. Да, здесь у нас котел. Угу, котел присутствует. Да. Вытяжка работает. Вот, заезжай и живи. Все в пленочках, еще все в пленочках, все вот. Да. Отопление есть? Автономка. Автономное Конечно. отопление. Автономное отопление, да.
Слушай, ну было бы просто кощунством построить здесь дома, закрыв закатную сторону этому дому. Да. Так. Я просто балдею от этого солнышка. И остается у нас санузел. Да, ну, санузел ты сам зайди, чтобы я вам там не мешалась. Да. У нас санузел, друзья, включает в себя душевую кабину. Ну, хорошо, уютно, стиральная машина и умывальник. Раскрой секрет, сколько это стоит? 5 миллионов 800 тысяч рублей. А скидка? Небольшая, возможно. Отлично. Скидка будет для тех, кто придет через Антона YouTube канал и скажет «Я от Антона». Тогда будет скидка. Друзья, ну подпишитесь на канал, поставьте лайк, выбивает для вас скидки. Ё-моё, в самом деле. Точно. Здесь 38 квадратных метров, без холодных помещений, плюс еще холодное помещение. Это Слушай, балкон? 40, да, где-то будет. Угу. Мы с вами заходим в однокомнатную квартиру на 9 этаже, серый ключ, В этом же доме. в этом же доме. Обратите внимание, какие классные. Они не подсвечиваются случайно, нет? Нет. Мне очень нравятся Да, таблички. прикольно. Здесь потолки 3. То есть прям можно, мне кажется, снимать вот так вот. Что это за помещение такое интересное? Это Подвал, ой, этот, господи, подвал, балкон. такой интересный, да? Круто. Очень классно. Да, и представляешь, ты сидишь, и у тебя открывается вот здесь вот сквер, вот этот собор. Я думаю, что в этом прям есть что-то такое особенное. В цене эта квартира дешевле, естественно, чем с ремонтом. Эта квартира стоит 4 миллиона 800 тысяч рублей. 1 000 000 рублей разница. Да, ровно 1 миллион рублей разница. А по сравнению с двушкой, сколько получается? 2 миллиона. 2 миллиона. Нет, 4 800 мы там продавали, да, там 6 900. Да, 2 миллиона разница. 2 100, да. 200. Угу. Санузел есть смысл показывать? Он во всех квартирах совмещенный, да? Практически во всех квартирах, да, совмещенный санузел. Единственное отличие, да, мы можем включить вот так. Ага. И ты можешь включить свет. Все. Да. Все понятно. Коммуникациям все подводки есть. Да, по коммуникациям, по всем подводкам все есть. Так, а это что за ниша такая? Это какая-то такая выделенная ниша. Я думаю, что неплохо, что она в принципе здесь есть, потому что можно закрыть это здесь каким-то таким шкафом, просто встроенным. Мини-гардеробчик, да, такой? Мини-гардеробную сделать с полками, повесить что-то, там складывать коробки. Дальше тоже он достаточно высокий и глубокий. Это очень прикольно. Можно много чего хранить. А здесь как раз-таки установить зеркало, селфи-зеркало. И я думаю, что как раз-таки отличное место, и хорошо, что эта ниша здесь есть. Да, зеркало на выходе обязательно. Да, Оделся, по-любому. посмотрел на себя. Кстати, хочу еще сказать, входные двери. Входные двери у этого застройщика очень классные. То есть обычно, когда люди привыкли, заехали, дверь поменяли, потому что окна, двери там какие-то дешевые. Нет, сейчас нормальные застройщики, уважающие себя и своих покупателей, так не делают. Ставят хорошие стеклопакеты и ставят очень хорошие входные двери. То есть это та дверь, которая вам прослужит на долгие годы. Не нужно ее менять. Прямо Давай сейчас покажем точно. толщину. Давай. Ага. Ну, я думаю, что она неплохо не в самая целом. толстая, возможно, но она прочная, качественная. И то есть на какое-то первое время, да, в любом случае ее хватит. Друзья, ну и последняя квартира в рамках этого видео, 4-я, заключительная, поэтому давайте уже смотреть. Она с ремонтом. Да. Это у нас двухкомнатная квартира, она уже с ремонтом, да, то есть до этого мы с вами смотрели
серый ключ. Здесь уже полностью ремонт, заезжай и живи. В данной квартире 64 квадратных метра. Что мы видим здесь? Кухня. Да, здесь остается холодильник, остается встроенная кухня. Пол у нас теплый. Да, это важно. Кухня объединена у нас с лоджией. Опять же, здесь можно сделать какую-то зону, как вам удобно. Да. Квартира требует некоторых вмешательств косметических, но в этом нет ничего страшного, да. Ведь одно дело сделать полностью ремонт, а другое дело всего лишь косметику. Пройдем дальше. Да, друзья, обратите внимание, здесь на данный момент живут жильцы, поэтому вы не обращайте внимания на какие-либо вещи личные. Сейчас тут люди живут и продают ее. Да. Это у нас совмещенный санузел. Так, угу. Тут и... я думал, там душевая. Да, там есть стиральная машина, которая точно так же остается. За ширмой стиральная машина. За ширмой. Да. Окей. Да. Ну, ванна по прям... строительным материалам, по краске, опять же, это все имеется. Вот, плитки достаточно много. То есть, если что-то надо будет подделать по ремонту, да? Что-то из строительных материалов все-таки есть. Отлично. Вот здесь на давай замену. покажем такой, опять же, за ширмой. Можно сделать встроенный шкаф, достаточно большой. Вот. Сейчас его здесь нет, но он здесь может быть. В общем, либо... Мне кажется, вот так тоже классно смотрится, если честно, можно Да. сделать просто вот эти вот шведские такие полки, и будет прикольно, потому что это какое-то такое новое введение. Не знаю, мне нравится. В общем, либо гардероб, либо кладовка. Собственница этой квартиры дизайнер, поэтому это вот ее идея. Идея. Класс. И лампочка загорелась в голове. Да, мне кажется, это классно. Пойдемте, пройдем дальше. Наличники, кстати, тоже на двери имеются. Здесь у нас вот такая вот детская, прекрасная, в которой точно так же это все остается. Блин, у меня в детстве не было такой кровати. Не говори, да, это очень классная кровать. По-моему, здесь очень мило, очень стильно. Вот так. В общем, друзья, Да. заезжайте с ребенком обязательно. Если еще не сделали, то подумайте над этим. Да, Все готово. Мы находимся в таком районе, это на Сельме мы сейчас находимся, это один из самых развитых районов, он ленинградский, район Сельмы. Здесь опять же есть все. И вторая комната, друзья, после детской у нас выглядит вот таким образом. Да, это у нас уже гостиная получается, нашей прекрасной двухкомнатной квартиры. В целом, без каких-либо особенностей, опять же, прошу обратить внимание на то, что остается вся мебель. Вот, и хочу сказать по поводу электрической проводки, да, здесь мы можем наблюдать такие тройные выключатели, это говорит о том, что абсолютно из любой комнаты вы можете выключить свет во всей квартире, то есть, к примеру, пошли спать, оставили свет на кухне, оставили свет в коридоре и в ванной, зашли в спальню, свет выключили, и везде свет выключился. О, удобно. Вот. Да, это очень удобно. В целом, вот такая вот прекрасная комната с выходом окон во двор, немного на дорогу. Да, отличный вид. Да. Стоимость данной квартиры 7 миллионов рублей. Ровно. Отлично. Друзья, выпуск подошел к концу. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы следить за мной в реальном времени. И если у вас возникли какие-либо вопросы по квартирам, я уверен, что мы не все подробности рассказали, вы всегда их можете задать Оле. Угу. Да, Антон, предлагаю, если все-таки это видео очень понравится твоим подписчикам и зайдет, мы можем снять еще что-нибудь. Потому что о таких вещах, как недвижимость, можно рассказывать и рассказывать и рассказывать. Друзья, дайте знать, если вам понравился этот формат, чтобы на будущее делать постоянную подборку квартир. Что-то выходит новенькое в продажу, как-то цена меняется, районы разные показывать. В общем, если понравилось и хочется больше квартир, дайте знать. И увидимся в новом видео. Пока-пока.